В первую очередь. Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале. Класс, спасибо, что пришли. Так, 19-й год, Кремниевая долина, статья Кэмерона Сепаха про дофаминовое голодание, и начинается бум. Один из комментаторов сказал, что это пост для миллениалов, 100% согласна, а некоторые ученые сказали, что это не научная чушь. Если что-то знаете про дофаминовое голодание, пишите, рассказывайте, что думаете, пробовали ли. Если нет, оставайтесь со мной, будем разбираться. Поклонники дофаминового голодания говорят о том, что мы перегружены средствами массовой информации, что вокруг слишком много отвлекающих факторов. И если мы снизим радикально эту нагрузку, то нам будет легче сосредоточиться на повседневных делах, что мы сможем быть более продуктивнее. Нейромедиатор дофамин — это гормон желания, это не гормон радости, как полагают некоторые. Именно он дает нам первый заряд идти что-либо делать, первый заряд мотивации. Именно благодаря нему мы чувствуем ощущение предвкушения чего-либо. Например, мы берем меню, мы видим мороженое в меню, и именно вот тут просыпается дофамин и говорит мозгу, что типа давай-ка закажем мороженое, грубо так. Вот это предвкушение того, что мы будем есть мороженое, а соответственно, чтобы есть мороженое, нужно его заказать. То есть вот такая история, вот так вот это работает. Также очень важно подметить, что именно дофамин учит мозг повторять те или иные действия, которые приводят к удовольствию или к радости. То есть он сам не генерирует удовольствие, но он учит наш мозг повторять те действия, которые принесли нам радость или удовольствие. Вот об этом задумайтесь. Так вот, в чем состоит суть дофаминового голодания? А в том, что на сутки, на 24 часа, а некоторые аскеты делали это месяц, отказаться целиком от вредной еды, от сладостей, от социальных контактов, от интернета, социальные сети, фильмы, музыка, также от книг, подкастов. Оставаться наедине с собой, гулять, убирать, очищать пространство. И тут я максимально согласна с людьми, которые готовы придерживаться дофаминового голодания, потому что в полный стакан ничего не добавишь. Знаете, как люди говорят, что мне нужно, чтобы постоянно что-то жужжало, когда я там, или кто-то разговаривал, подкасты, фильмы, когда я убираю или мою посуду, потому что уж больно дурацкие мысли лезут в голову, но не какие-то не дурацкие мысли. Это на самом деле то, с чем нужно разобраться, что почистить, выписать в дневник, подумать, сходить к терапевту. Вот, поэтому не какие-то не дурацкие мысли. Поэтому тут я максимально приветствую дофаминовое голодание, избавиться от вот этого, знаете, нервного, когда ты не знаешь, куда себе деть, и ты хватаешься за телефон, знаете, посмотреть время, но ты не посмотрел время. Такое тоже бывает. И вот проверить, вдруг кто-то написал, вдруг какой-то лайк прилетел. На самом деле это имеет значение? Нет. Но мы это делаем, и мы приучили к этому мозг. Нужно переучивать свой мозг. Если кто-то будет пробовать дофаминовое голодание, пишите, отмечайте в сторис, пишите мне лично. Мне очень интересно, какие будут ощущения, потому что когда я пробовала, бывало, вот я потянусь за телефон, а потом вспоминаю, что нет, на самом деле я не хочу этого, мне сейчас не нужно, то есть я это делала во время работы, я была в интернете, то есть оно было, как бы, грубо говоря, неполноценное, но тем не менее я минимизировала трату времени где-либо. То есть если мне нужно было переписываться с клиентами, я с ним переписывалась, но я не скроллила ленту, и вот этой ерундой старалась не заниматься. И я могу сказать, что на следующий день мне так было легко, и мне не хотелось хвататься за телефон. И это так здорово. Это вообще это странное ощущение, потому что так раньше не было. Поэтому я очень настаиваю, чтобы вы попробовали хотя бы 4 часа перед сном не хватать за телефон, не перепроверять ленту. Поверьте, у меня еще бывает такое ощущение, что а вдруг я что-то пропущу? А вдруг я пропущу какой-то эфир?
а вдруг вот что какая-то информация выйдет там на час, и я ее пропущу, я что-то не узнаю. Нет. Такого быть не может, и я себя успокаиваю, вас успокаиваю, мы ничего не пропустим. Отдыхайте, дышите, перепрошивайте сознание, перепрограммируйте себя. Все, всем любовь, peace, обнимаю вас, вы просто best of the best. Все.